Это был фантастический сеанс. Его в 1969 году просили организовать работники Киевской киностудии, снимающие фильм о сверхспособностях человека. Чиновники из шахматной федерации ответили: мы этим не занимаемся, но попробуйте поговорить с Талем. Таль согласился легко. Он сыграл вслепую на 10 досках, сидя в изолированной комнате, ничего не записывая и не связываясь с залом по микрофону. На такое способен только шахматный гений, один из миллионов. На 9-й доске у нас было так. Е4, Е5, конь F3, конь С6, слон Б5, А6, слон А4, конь F6, рокировка, Б5, слон Б3, слон Е7. Простите, товарищи, что я вас немного задерживаю. Здесь ему уже 33 года. Он только что перенес страшную операцию, чудом выжил и еще плохо держался на ногах. Итог этого сеанса – 7 побед Таля, 3 ничьи и удивительный фильм «7 шагов за горизонт». Но была в его жизни партия, которую он проиграл с открытыми глазами. Не там, но в том же году. Очень важную для него партию в самом главном турнире его жизни, который начался 10 лет назад и будет продолжаться еще 20. Его личный турнир с красавицей Салли Ландау, звездой рижской эстрады, которая вовсе не умела играть в шахматы. Но как раз в этом и заключалась главная трудность. Он легко предвидел каждый ход своих соперников-шахматистов, но тут была какая-то особая логика, стратегия, которая ставила в тупик его, победителя. Если бы тогда кто-нибудь сказал Салли Ландау, что она выйдет замуж за шахматиста, она бы расхохоталась. Она жила в другом мире, играла в театре, пела в джазовых оркестрах. В советской и в то же время глубоко не советской Риге у нее были толпы поклонников. И вот к этому полку воздыхателей добавился шахматист. Они вместе встречали новый 1959 год в ресторане «Астория». Их познакомил поклонник Салли Саша Замчук. Вот на одном из таких вечеров на Новый год я ее познакомил с Мишей Талем. Это знакомство и решило и его, и ее судьбу. На меня Миша не произвел вообще никакого впечатления. Глаза. Единственное, на что я обратила внимание, глаза. Глаза были совершенно необыкновенные. Эти соболиные брови, эти глаза. Он меня пригласил на танец, мы с ним потанцевали. Саша мне говорит: ты знаешь, я с ним учился в школе, вместе мы сидели за одной партой. Это он гений. Но шахматный гений Салли совершенно не заинтересовал. И она сбежала из ресторана вместе с компанией приятелей-актеров на дачу одного модного рижского художника. Вряд ли Салли тогда могла оценить, кто встретился на ее пути. Мир шахмат был ей чужд и непонятен. Для меня шахматы были в то время как, я не знаю, как если бы мне сейчас сказали нарисовать картину, как рисовал ее Модильяни. И вообще, по-моему, я его портрет перепутала с портретом Ботвинника, то, что я видела в газете. Меж тем, звезда Таля ярко и неуклонно всходила на спортивном небосклоне. Он появился на шахматном поле внезапно, как черт из табакерки. Какая там размеренная жизнь. Фейерверк самых невообразимых поступков. Какая там тихая и спокойная игра. Бурное выяснение отношений, дуэль с неожиданными выпадами, необъяснимыми жертвами и ловушками. Это не человек, говорили про Таля. Это шаровая молния. Он побеждал во всех турнирах. Он громил в пух и прах шахматные авторитеты. Ботвинник, Керес, Смыслов, Бронштейн, Спасский, Петросян. Таль сокрушил всех, что называется, с первого захода и на одном дыхании. Чаще всего он играл против правил. Его игру называли невозможной, жертвы некорректной. Тренер приходил в ужас от легкомысленности своего подопечного. Такое впечатление, что он проживал жизнь так же, как он играл в шахматы, и играл в шахматы так же, как он проживал жизнь. Вот его, он был одержим какой-то идеей, которая ему казалась невероятной, красивой, фантастической. И он шел на это. Но, как и в шахматах, некоторые его жертвы потом оказывались некорректными. Так и в жизни выяснялось потом, что в данном случае жертва, которую он принес в себя, она тоже была некорректной.
В этом не было позы, не было игры. Он просто не мог быть другим. Но почему? И как мог получиться такой уникальный вулканический таль? Случайная комбинация генов? Нет. Хотя, конечно, в первую очередь виновата мама. Вторая половина лета 1936 года выдалась в Риге очень жаркой. Ида Таль была на 7-м месяце беременности. От городской жары спасалась на даче. Хотя и на Рижском взморье в то лето прохлада не ощущалась. Ида прилегла на низкую тахту и накрылась легкой простыней. Вдруг рядом с ее лицом пробежала огромная крыса. От ужаса женщина потеряла сознание. Врачи стали побаиваться, не отразится ли шок на нормальном течении беременности. Когда после родов ей впервые принесли сына, Ида увидела на его правой руке только 3 скрюченных пальчика. Ее вновь охватил ужас. В 3 пальчиках определенно был какой-то тайный знак. Но на этом мистика не кончилась. В полгода Миша подхватил инфекцию. Болел очень тяжело. Врач сказал, что вряд ли мальчик останется жить, но при благоприятном исходе такие дети становятся гениями. Он пошел сразу в 3-й класс и окончил школу в 15 лет. В 7 начал играть в шахматы, которые захватили его целиком. Когда Миша играл, он не замечал ничего вокруг. Однажды, возвращаясь из школы с одноклассником Сашей, они ждали трамвай. И вдруг я вижу, как Миша повернул свою шапку как-то боком, присел на корточки, вынул из кармана кусок мела и между рельсами нарисовал шахматную доску и стал думать над позицией. Посторонние люди с тротуара кричали: идет трамвай. Трамвай остановился. И с трудом удалось Мишу от этого оторвать. Он говорит: а что? Я говорю: Миш, ты посмотри, где мы находимся. Мы с тобой сейчас вместе где-нибудь будем в морге в каком. У Таля была феноменальная память. За ночь он мог прочесть 2 толстенные книги, страниц по 600 каждая. Знакомый Таля журналист Яков Дамский однажды усомнился в том, что Миша действительно читает книги, а не просто их пролистывает. Тогда Таль попросил его наугад открыть любую страницу и зачитать вслух 1-ю строчку, только 1-ю. Все остальное Таль процитировал сам. Память у него была нечеловеческая. Из, скажем, всех академиков, с которыми я знаком, я не знаю ни одного, у кого была бы голова, равной Тале вот по емкости. Но память для шахматиста – это не все. Она важна для игры вслепую, а для игры с Салли память была вовсе не нужна. Тут нужны были совсем другие качества. Творческое остроумие, быстрота решений, действий и, конечно, обаяние гениальной личности. Что, снова виновата мама? Не только. Еще и Париж. И некий Роберт, который влюбился в однокурсницу Иду, да так, что променял Париж на Ригу, но опоздал. Ида вернулась из Парижа раньше и быстренько вышла замуж за доктора Таля. Опоздавший Роберт остался погостить. В итоге они стали жить втроем. Вследствие перенесенной болезни доктор Таль не мог иметь детей. Ида родила сына, но он был от Роберта. Ситуация-то может показаться странной, но она устраивала все стороны этого треугольника. Миша одинаково любил и своих родителей, и Роберта. Со временем он узнал, что Роберт его отец, но называл отцом только доктора Таля. Очень сложная история. Может быть, и у Миши поэтому было такое воспитание, что его, в общем-то, воспитывали 2 отца. Может быть, он не простил матери измену доктору Талю, не знаю. Много лет спустя Михаил Таль создаст свой странный треугольник. Даже какое-то время будет жить в одной квартире с бывшей женой и любовницей. Больше всего этому сожительству будет возмущаться мать Миши, Ида Григорьевна. Можно воскликнуть: вот что творит с нами генетика. Или решительно возразить: это наследие порочных нравов буржуазной Латвии, которому не смог противостоять даже гениальный советский шахматист Михаил Таль. А может быть, вспомнить, что великим шахматистам в нашей стране тогда было позволено все. Советский Союз в 60-х был шахматной Меккой. Шахматы были не просто любимой игрой миллионов, но и большой спортивной политикой страны Советов. В этом виде спорта мы были впереди планеты всей. Шахматисты олицетворяли интеллектуальную мощь страны. Когда в Советском Союзе была когорта неубиенная
мастеров высочайшего класса, то это значило, что Советский Союз самый умный в мире. Парадокс состоял в том, что в эту парадигму верили. Появление Таля в этой когорте было воспринято как событие не только исключительное, но и закономерное. Еще одно подтверждение величия и непобедимости. Он представлял, безусловно, романтические шахматы, от которых отвыкли за время, скажем, царствования Ботвинника, который имел абсолютно научный подход, был шахматистом позиционного стиля, а Таль вот оказался открытием. В 1957 году вместе с первым спутником, опять символ, опять мистика, Таль впервые покорил всесоюзный шахматный Олимп. Стал чемпионом страны в 21 год. Таль вернулся в Ригу победителем. Он был счастлив. Он не ходил, а летал. Но тут судьба нанесла ему удар под дых. Скончался отец Миши, доктор Таль. Миша слег. На нервной почве у него отказали ноги. Ида сидела возле него и говорила: «Плачь». Но он молча глядел в стену. Около 2 месяцев Миша почти ничего не ел. Он медленно угасал. И тогда Ида Григорьевна решила отвезти Мишу на традиционный юношеский блиц-турнир. Она понимала, что только игра сможет поставить его на ноги. Так и произошло. Подъезжает машина, выносит на руках Мишу Таля, поднимает его на 3-й этаж, усаживает его на стул. И начинается фантастический блиц-турнир. И я, не отрываясь, простоял все это время у его доски. Белыми, черными, черными, белыми. Так это все мелькало перед глазами. Почти ничего я не понимал. Но, тем не менее, это фантастический результат, который был 17 из 17. Он меня потряс. А вот после этого блица, день за днем, он стал поправляться. И пошел, как говорится, 2-й раз. И все в порядке. Через несколько лет это состояние нервного срыва повторится после скандала с Салли. Он опять не сможет встать с постели. И вновь его спасет игра. Но эта история впереди. А тогда, в 59-м, после знакомства с Салли, Миша пошел в атаку. Ведь он влюбился с первого взгляда. И то, что Салли не захотела продолжить знакомство, его волновало мало. Ее надо было завоевать. Он начал просчитывать различные комбинации. Устраивал случайные встречи на улице, подсылал к ней своих друзей, подкарауливал ее возле театра. И однажды Талю удалось уговорить подругу Салли привести ее к нему домой. Он открыл дверь. Я так посмотрела на него. Такой щупленький мальчик с огненными глазами, с черными. Он так посмотрел на меня и говорит: «Ой, а вы будете моей Беатриче, правда?» Тут я немножечко обалдела. Я говорю: «Не знаю». Он говорит: «Ну, пойдемте, я вам покажу, пойдемте. Вот мамы сейчас нет, мама вышла погулять немножко. Он говорит: пойдемте, я вам покажу квартиру. А потом я слышала, что вы очень хорошо играете и поете. А вы не хотите спеть что-то и сыграть?» Я говорю: «Пока не хочу». Салли спела тогда песню, которая стала для них обоих своеобразным паролем на долгие годы. Много раз потом будет слышать Салли эти слова от Таля. И после очередной ссоры, и когда жизнь разведет их в разные стороны. Он будет звонить Салли из разных городов мира и петь в трубку.